Вы смотрите канал «Геоэнергетика Инфо». В студии Николай Сертаков и Борис Марсенкевич. Борис Леонидович, здравствуйте. Всем добрый день. Довольно загадочное сообщение появилось на лентах информагентств. Причиной масштабного блэкаута в Испании и Португалии могло стать, внимание, редкое атмосферное явление, которое может продлиться еще неделю. Об этом заявил португальский сетевой оператор РЕН. И в данном случае вопрос 2. Что это за редкое атмосферное явление? Ну и вопрос 2, на который можно не отвечать. Как им удастся сюда приплести нас, русских? Ведь в этом явно виноваты мы. Что-то там про Пушкина, нет, про Путина и так далее, и так далее. Что произошло? Сбой в энергосистеме. Причины выясняются прямо сейчас. По-моему, впервые вот от меня требует комментарий чуть ли не в режиме онлайн. Следствие начато, когда будет закончено, никто не знает. В общей сложности сейчас, вот, когда мы с вами общаемся, объединенная энергосистема Испании и Португалии потеряла 10 гигаватт мощности, что в переводе на человеческий язык означает, что противоаварийная автоматика отключила электростанции общей мощностью 10 гигаватт. Единственное, что более-менее объективно появилось, это на сайте НСОЭ, Ассоциация компаний операторов объединенных энергосистем Европы, сообщили, что, собственно говоря, отключили. Солнечная электростанция отключено 9 гигаватт мощностей, гидроэлектростанция 1,7 гигаватт, тепловые электростанции 1,5 гигаватта и атомная электростанция 2,4 гигаватта. То есть по поводу 10, судя по сообщениям профессиональных операторов, неправда, где-то около 15 выключилось. Действует автоматика, человек здесь не нужен, есть какой-то сбой, чтобы не случилась более серьезная авария, тем более, если речь идет про ГЭС, про АЭС, просто отключаю, а вы, люди, потом думаете. А я думать не хочу, опускаем стержни в активную зону, прекращаем цепную реакцию деления, обо всем остальном будем размышлять потом. Редкое атмосферное явление, индуцированное атмосферное колебание, вибрация, так это называется. Есть такое явление, известно достаточно давно. Большие проблемы вызывает это в трубопроводах прежде всего. Это, собственно говоря, ничего выдающегося, акустические колебания. Происходят они при перепаде давления, при большом перепаде давления, то есть газ из области с высоким давлением врывается в ту область, где давление низкое. Возникают звуковые волны, то есть волны на частоте, которые воспринимает человеческое ухо, поскольку это в замкнутой системе, от чего-нибудь отражается, возвращается, рано или поздно вступает в резонанс. Что такое резонанс, надеюсь, помните. Что человек в ногу через мост развалился, потому что вот так работает такая конструкция. Как это могло и происходить, как это происходит в атмосфере, тоже более-менее понятно. Резкий перепад давления. Либо вблизи земной поверхности было очень низкое и сверху придавило, либо наоборот, внизу было очень высокое и устремилось наверх. Резонансная частота могла совпасть с резонансом для линии электропередач. Вот проблема. Либо их где-то перехлестнуло, либо, увидев такие колебания, опять же, релейная защита сработала просто линейно. Есть проблема, не хочу, чтобы вылетела вся система, отключаюсь. Это один из вариантов. Второй вариант был сразу понятен. Кибератака, рука Кремля, нога Москвы и прочие анатомические подробности, но ее вроде бы отмели. Есть и третий вариант, я повторюсь, что следствие только начато, сколько времени они там будут разбирать вот эти завалы, я перечислил, что отключали. Сейчас сказать сложно, зависит от того, в каком состоянии остались электростанции, что действительно произошло с линиями электропередач, нужно ли будет менять где-то предохранители, поскольку там где-то коротнуло или еще что-то. Думаю, что к концу дня или там в течение какого-то времени узнаем. Сейчас идут самые разные рапорты по этому поводу. Решим все проблемы за 7 часов, нет, за 7 дней. Такие разбросы. Всем, кто пострадал, а пострадали, насколько можно судить по сообщениям СМИ, достаточно многие, это и отключившиеся
обеспечение нескольких аэропортов и отключившие светофоры со всеми вытекающими, я так понимаю, сейчас где-нибудь, может, еще и мародерство возникло, если там вместе с сигнализациями что-то выключило. Вроде бы штатно отработали больницы, перешли на собственную генерацию. Будем считать, что готовы. Больше всего пострадала Испания с Португалией. Но при этом, опять же, если внимательно посмотреть на то, что происходило чуть раньше, ночью был пожар на территории Франции, неподалеку от подстанции, которая обеспечивает связь энергосистем Франции и Португалии на севере. Может быть, отсюда какие-то следствия. Мелькали сообщения о том, что в числе пострадавших еще и Бельгия. Бельгия, вот в воскресенье там было все несколько иначе. Там в очередной раз стоимость электроэнергии достигла отрицательных величин. Я уже неоднократно этой темы касался. Напоминаю, что нам любят тыкать пальцем в такие показатели. Вот видите, как у них ловко устроена энергетическая система, у них вот доплачивают. Друзья, YouTube блокирует. Возможно, наш канал следующий, и это видео последнее. Подписывайтесь на наш телеграм-канал Геоэнергетика Инфо, ссылка в описании и закрепленном комментарии. Подписывайтесь прямо сейчас, чтобы не потерять нас. Не ждите окончательной блокировки YouTube. Говорит это о серьезной проблеме, которая последовательно развивается, начиная с 2009 года. Называется она растущая мощность возобновляемых источников энергии. Что такое солнечные ветряные электростанции? Они принципиально не диспетчеризуются. У нас была певица, которая рассказывала о том, что она тучи разведет руками, но она у нас одна, и в Европу она не так часто ездит, там тучи разводить некому. Директива АВИА предусматривает, что на всех энергетических биржах прежде всего должна закупаться электроэнергия, вырабатываемая на солнечных ветряных электростанциях. Замечательно. Почему не диспетчеризуется? Закончился ветер, турбины остановились. Для того, чтобы удовлетворить спрос, должны быть какие-то резервные мощности, которые вот в течение буквально минуты должны прийти на выручку, восстановить общую мощность. То же самое с Солнцем. И обратное явление, когда и солнца, и ветра полно, а потребителей столько, чтобы забрать всю эту электроэнергию, просто нет. Вот она, отрицательная цена. И это проблема, о которой эксперты электроэнергетической отрасли предупреждали сразу. Балансировать каким-то образом нужно. Как внезапную остановку генерации, так и излишки генерации. Куда-то нужно девать. Для того, чтобы баланс каким-то образом удержать, надо развивать электросети. Общий принцип достаточно понятен. В Испании солнечно, где-нибудь там в Финляндии пасмурно, значит, излишки электроэнергии из Испании должны каким-то образом добраться до Финляндии. Здесь излишки убрали, там дефицит покрыли, все замечательно. Ну и наоборот. В Швеции прекрасный ветер, а на юге Франции темно и ветра нет. Пожалуйста, в обратную сторону. Долго пытались профессионалы отрасли, нельзя считать в Европе всех идиотами, там хватает специалистов, пытались объяснить своим политикам, что рано или поздно ничем хорошим не закончится. В прошлом году специалистам из НСЭ, та самая Ассоциация операторов объединенных энергосистем, получила право голоса и сообщила, что для того, чтобы полная балансировка за счет электросетей была реализована, нужно дополнительно вложиться в электросети. Если вы в 2024 году зафиксируете вот то количество солнечных ветряных электростанций новых строить больше не будете, вот на сегодняшний момент сколько требуется. В прошлом году требовалось 1,2 триллиона долларов. Евро, простите, там же евро. Они один раз сказали, никто никак не прокомментировал, больше они права голоса опять не имеют. Отрицательная стоимость – это значит, что при выходе на максимальную мощность солнечных и ветряных электростанций электроэнергию деть некуда, физически некуда деть. Нет достаточного количества электрических сетей, которые могли бы отправить эту электроэнергию туда, где есть дефицит. Отсюда отрицательная стоимость. Потому что диспетчер вынужден останавливать работу солнечных ветряных электростанций, они теряют деньги. Поэтому для того, чтобы хоть как-то уменьшить прибыль, они готовы там, вот на эту отрицательную стоимость. То есть мы тебе доплатим, забери эту электроэнергию хоть куда-нибудь, а некуда.
И это, разумеется, достаточно серьезное напряжение для электросети, которая вот такие нагрузки на себя должна тащить. Излишек электроэнергии, которую нужно запирать, нужно отключать какие-то электростанции. И поскольку и Франция, и Португалия с Испанией входят в объединенную энергосистему ОЦТЕ, объединенная система Южной и Центральной Европы, нельзя исключать, что те проблемы, которые возникли и не были купированы в воскресенье, вот таким образом в понедельник сыграли. Где-то не выдержала автоматика, где-то автоматизированная система управления технологическими процессами, какой-то сбой поймали. Вот результат. Не делайте так. Я напомню, что компьютерное моделирование, которое проводил наш системный оператор, предыдущее название Центральное диспетчерское управление, показывает, что в том случае, если доля зеленой генерации, то есть альтернативной, недиспетчеризуемой генерации, если вещи своими именами называть альтернативная, потому что раньше мы такое не использовали, недиспетчеризуемая, потому что диспетчеризовать ее нельзя. Диспетчер точно знает, что вот будет в ночное время сброс нагрузки в сети, он заранее может отдать распоряжение традиционным электростанциям, тепловым, даже атомным, что, джентльмены, будьте добры, снижайте выработку, потому что электроэнергию девать будет некуда. Сказать то же самое операторам ветровых электростанций, солнечных, конечно, можно, но известно, какой ответ ты получишь, какие адреса будут предложены, куда пройти. Так вот, в том случае, если доля вот этой зеленой альтернативной генерации превышает 12,5% в балансе, расходы на увеличение мощностей электрических сетей растет по экспоненте. 12,5% – это тот предел, после которого наступают проблемы. Что мы, похоже, и наблюдаем в очередной раз. Да, явление стало массовым, но связность объединенных энергосистем Испании и Португалии весьма высокая. Страны последние лет 200-300 между собой не воюют, вполне мирно сотрудничают. Количество солнечных электростанций в Испании известно. Я на всякий случай еще раз перечислю то, что по данным НЦОЭ, Ассоциации компаний-операторов объединенных энергосистем, вынуждены были выключить. Давайте снизу вверх. Меньше всего было отключено тепловых электростанций, 1,4 гигаватта. Гидроэлектростанции отключено на общую мощность 1,7 гигаватта, атомная электростанция 2,4 гигаватта. Думаю, связано с тем, что как раз вся автоматика на атомных электростанциях настроена на более жесткие действия. Заповедь атомной энергетики номер 0 – это безопасность, поэтому лучше перестраховаться. Пусть лучше потом человеки будут думать, а я автоматика, я все выключил. А вот солнечных электростанций выключено 9 гигаватт. Похоже на то, что эти отрицательные цены на электроэнергию – это действительно перепроизводство электроэнергии на солнечных электростанциях. Именно поэтому в таком количестве отключили. Ну и сейчас каким-то образом будут приводить в порядок. В том случае, если это были та самая индуцированная атмосферная вибрация, все может быть еще хуже, потому что тогда это какие-то серьезные проблемы на самих линиях электропередач. Они протяженные, по ним придется бегать, выяснять, где провода легли друг на друга. Вибрация, она есть вибрация. Где-то, может быть, предохранители вылетели, это просто потребует больше времени. Будем следить. Да. Будем радоваться и на всякий случай напоминаю, не нужно больше 12,5% выработки зеленой энергии в объединенной энергосистеме. Все, что выше, требует очень серьезных капитальных вложений. На этом, я думаю, все. Спасибо за внимание. Борис Леонидович, спасибо вам. Спасибо, и будем следить за событиями. Не забывайте репостить наши ролики в ваших социальных сетях, не забывайте подписываться на наш телеграм-канал. Новости о проекте появляются прежде всего именно там. Всем всего доброго.